Видеоблог Марины, профессионального астролога. Как защитить себя от темных сил. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Марина, ваш профессиональный астролог. И сегодня я хочу поговорить с вами о важной и, пожалуй, довольно мистической теме – как защитить себя от темных сил. Этот вопрос волнует многих людей, и я часто получаю запросы на консультации, связанные с негативной энергией, ощущением чужого влияния или просто с чувством, что что-то в жизни идет не так из-за вмешательства извне. В этом видео я поделюсь с вами тем, как понять, что на вас воздействуют темные силы, как им противостоять и что можно сделать, чтобы они вас больше не беспокоили. Темные силы и их проявления. Прежде чем мы начнем говорить о защите, давайте разберемся, что же такое темные силы и как они могут проявляться в нашей жизни. В эзотерике темные силы обычно связывают с негативной энергией, которая может исходить как от людей, так и от сущностей, действующих на астральном плане. Иногда такие силы проявляются через негативные мысли, депрессию, болезни, финансовые трудности или даже через конфликты в отношениях. Темные силы могут быть связаны с прошлым негативным опытом, кармическими узлами или даже с завистью и злым умыслом со стороны других людей. Зачастую мы можем даже не осознавать, что находимся под их воздействием. И это может проявляться в ощущении общей усталости, апатии, потери интереса к жизни. Важно понять, что такие состояния могут быть не только следствием обычной усталости, но и результатом влияния негативных энергий. Как понять, что вы под влиянием темных сил? Одним из главных признаков воздействия темных сил является чувство необъяснимого страха или тревоги. Вы можете чувствовать, что вас преследует что-то злое или что кто-то намеренно пытается вам навредить. Часто такие чувства сопровождаются необычными сновидениями или даже ночными кошмарами. Например, вы можете видеть во сне тени, незнакомцев или даже животных, которые вызывают у вас чувство беспокойства. Еще одним признаком может быть внезапная потеря жизненных сил. Вы можете чувствовать, что вас буквально тянет вниз, что вам тяжело встать с постели, выполнять повседневные дела. Это может сопровождаться апатией, депрессией и чувством отчаяния. Также обратите внимание на окружающие вас обстоятельства. Если вдруг в вашей жизни начали происходить череда неудач, неудачные события буквально преследуют вас, возможно, стоит задуматься о том, что на вас действует негативная энергия. Защитные меры от темных сил. Итак, как же защитить себя от влияния темных сил? Существует множество способов, начиная от духовных практик и заканчивая ритуалами и талисманами. Я расскажу вам о наиболее эффективных методах, которые можно использовать в повседневной жизни. 1. Очистка пространства. Первое, что нужно сделать, это очистить пространство вокруг себя. Это касается как вашего дома, так и вашего рабочего места. Очистка может быть как физической, так и энергетической. Физическая очистка подразумевает уборку, избавление от старых и ненужных вещей, а также проветривание помещений. Энергетическая очистка включает в себя использование различных средств, таких как благовония, свечи, соль и травы. Например, вы можете использовать шалфей для очищения пространства. Для этого нужно зажечь пучок шалфея и пройти с ним по всем комнатам вашего дома, окуривая каждый угол. Шалфей помогает избавиться от негативной энергии и привнести в дом свет и спокойствие. Личная энергетическая защита. Следующий важный шаг – это защита вашей личной энергии. Здесь могут помочь различные техники визуализации и медитации. Один из самых простых и эффективных методов – это визуализация защитного кокона вокруг себя. Представьте, что вас окружает яркий белый или золотой свет, который образует вокруг вас непробиваемый кокон. Этот кокон не пропускает никакую негативную энергию, а лишь защищает вас и сохраняет вашу жизненную силу. Медитация также помогает укрепить вашу внутреннюю защиту. Регулярные медитативные практики помогают вам лучше чувствовать свою энергию и осознавать, когда что-то нарушает ваш внутренний баланс. Вы можете использовать мантры или аффирмации для усиления своего энергетического поля. 3. Талисманы и амулеты. Не менее важную роль в защите от темных сил играют талисманы и амулеты. Эти магические предметы могут быть самыми разными, от крестиков и камней до специальных символов и фигурок.
Каждый талисман обладает своей уникальной энергией и способен защищать вас от негативного влияния. Например, один из самых известных защитных амулетов – это оберег в виде глаза, также известный как глаз Фатимы или глаз Назар. Этот символ используется для защиты от сглаза и злых намерений. Также можно носить на себе камни-обереги, такие как черный турмалин, обсидиан или аметист. Эти камни обладают мощной защитной энергией и способны отталкивать негативное влияние. Сила слова и намерения. Сила слова играет важную роль в нашей жизни, и ее нельзя недооценивать, особенно когда речь идет о защите от темных сил. Вы можете использовать различные молитвы, заговоры или аффирмации для защиты. Важно, чтобы эти слова исходили от сердца и были наполнены искренней верой в их силу. Например, вы можете каждое утро произносить аффирмации на защиту. «Я окружен светом и защищен от любой негативной энергии. Моя энергия чиста и неуязвима». Повторяйте эти слова несколько раз, вкладывая в них свою уверенность и силу. Также существуют специальные молитвы, которые помогают защититься от темных сил. Например, молитва Архангелу Михаилу, которая является мощным защитным средством. Вы можете читать ее перед сном или в любое время, когда чувствуете необходимость в защите. 5. Работа с кармой и прошлыми жизнями. Иногда влияние темных сил может быть связано с нашими прошлыми действиями или кармическими долгами. В этом случае важно осознать, что происходит, и постараться решить эту проблему на более глубоком уровне. Работа с кармой и прошлыми жизнями требует специального подхода, и лучше всего обратиться к специалисту, который поможет вам разобраться с этими вопросами. Тем не менее, вы можете начать с простых шагов. Например, проанализируйте свою жизнь и подумайте, есть ли в ней неразрешенные конфликты, обиды или старые долги, которые тяготят вас. Возможно, пришло время простить кого-то или попросить прощения самому. Это поможет вам очистить свою карму и освободиться от негативных энергий, которые могут притягивать темные силы. Важность регулярной практики и внимательности. Очень важно понимать, что защита от темных сил – это не разовая акция, а постоянная работа над собой и своим пространством. Регулярная практика энергетической гигиены, работа с внутренним миром и осознание своих мыслей и эмоций помогут вам поддерживать высокие вибрации и не допускать проникновения негативных энергий в вашу жизнь. Также не забывайте о внимательности. Важно следить за своими мыслями, действиями и состоянием окружающего пространства. Если вы заметили, что что-то пошло не так, не откладывайте на потом. Займитесь этим вопросом сразу. Чем быстрее вы устраните источник негатива, тем легче вам будет вернуть гармонию в свою жизнь. Заключение. На этом я завершаю наш сегодняшний разговор о защите от темных сил. Я надеюсь, что эти советы помогут вам почувствовать себя увереннее и безопаснее. Помните, что каждый из нас способен управлять своей энергией и защищать себя от любых негативных воздействий. Главное – это вера в свои силы и регулярная практика. Если у вас остались вопросы или вы хотите углубиться в эту тему, не стесняйтесь обращаться ко мне за консультацией. С вами была Марина, ваш профессиональный астролог. До новых встреч, и пусть свет всегда освещает ваш путь.